так, умеющий рисовать — это, ну, не обязательно большой мастер, и это не обязательно эпоха в искусстве. Ну, скажем так, если мы возьмем Модельяне, Кес ван Донгена, даже, ну, который на слуху Ван Гог, вот, не говоря уже о примитивистах, вот, они рисуют, ну, скажем, явно не академически. Вот. Многие гениальные художники, вот типа Матисса, да, вот, они пытались отойти от вот этой академической манеры, которая уже, ну, скажем, что называется, обрыдла. Ну, то есть она себя уже начала клонировать. А вот это вот корявое рисование вдруг открыло вот ту метафизику искусства, которая, ну, скажем так, давно в нем была, но она была в латентном, закрытом, спрятанном виде. То есть воздействие того, о чем мы говорили о Малевиче. Формы, линии, пятна. То есть в архаическом искусстве, кстати, это отдельная тема, архаическое искусство, понимаете, там была незыблема мера необходимой достаточности выразительных средств. То есть подробно и дотошно нарисованные, ну, скажем, какие-то там скульптурные или живописные произведения не работали в той системе координат. То есть они были своей излишностью, понимаете? И кроме того, ну, это вот, скажем так, момент такой, опять же, внутренней логики искусства. То есть в разные эпохи нужно было разное искусство, вот, и разная степень проработанности. То есть, когда у человека была незыблема вера в какое-то высшее существо, достаточно было какого-то обтесанного бревна с плохо процарапанными какими-то линиями, какими-то загадочными знаками, подведенными охрой, и это уже было достаточно, чтобы вера обрела точку опоры в этой системе координат. Вот. Если мы посмотрим на архаические изображения Кор и Куросов античности, Древней Греции, то фактически мы увидим там очень упрощенные изображения. Почему? Потому что более подробного и более глубокого проникновения и образности просто она была не нужна по определению. Понимаете? Вот. А поскольку она была не нужна, то фактически любая излишность, она была, ну, скажем так, во вред изображению. Но по мере того, что вера приходила в упадок, вера, вот, нужна была ею подпитка внешней убедительностью образности. То есть, если для архаики было достаточно просто идола, грубо исполненного, то для эпохи, скажем так, высокой классики, это уже были высококлассные художественные произведения. Кстати, что интересно еще в античности, они в основном были обнаженные, потому что в храмовых скульптурах их на каждый праздник наряжали в новые одежды. То есть, и поэтому, ну, скажем так, они очень прагматично подходили к этим скульптурам. То есть вот где-то вот этот момент, они были цветные, их одевали в красивые одежды на каждый праздник. Вот, то есть они подходили по-другому. То есть вот этот момент убедительности был достаточный. А уже, скажем так, когда и это не помогало, то в преддверии христианства, в эпоху эллинизма, там уже была изощренная техника. Потрясающее, великолепное мастерство, но оно уже было, ну, скажем так, что оно уже ничего не решало, понимаете? То есть все равно на смену приходила архаика христианства. И опять все повторилось. Катакомбная культура. Посмотрите на эти абсолютно лапидарные обобщенные образы. Абсолютный символизм, абсолютная, скажем так, обобщенность. Вот. И когда мы посмотрим на ту же самую христианскую тематику, минуя эпохи и тысячелетия, даже минуя эпоху Возрождения, а вот, скажем так, наш там 19 век, где эти картины были совершенно натуралистические, совершенно, ну, скажем так, близкие к реализму,
то фактически сразу становится видно, что в этой эпохе наблюдается где-то переоценка некоторых ценностей. Некоторые категории, некоторые понятия, ну, скажем так, отходили в прошлое и остались в память. Так вот, я почему об этом всем говорю? Потому что вот эта архаика восприятия, она неизменно передается как традиция на втором, на третьем плане любой живописи. Почему? Потому что цвет имеет свое конкретное психоневрологическое воздействие. Пятно, линия тоже. И поэтому изобразительное искусство вот в том виде, в котором мы его наблюдаем в музее, мы имеем возможность буквально мгновенно прослеживать всю палитру выразительных средств искусства. Вот хотя вот я вот парижскую эту выставку вспомнил, таких много, там вот в Ютубе их можете найти, там люди гуляют по залам и снимают картины. Вот. Так вот, праздника нету, понимаете? Вот как-то все хорошо, все корректно и обычно. То есть вот этот момент того, что ожидания все меньше и меньше и меньше возможности того встретить, что действительно достойно того, чтобы это, ну, скажем так, поставить в основу угла некой концепции, но некой концепции некоторого направления, некоторого, скажем, новаторства в сфере искусства. Потому что основная масса новаторов – это те, которые пошли на поводу больших денег. И, скажем так, пиар вот этих компаний, о которых я говорил, Сотбис, Кристи, да, вот, этих художников просто раскручивают. Почему? Потому что что значит раскрутить художника? Ну, в принципе, любого можно раскрутить, ну, то есть сделать ему рекламную кампанию, там много о нем говорить, писать какие-то статьи, публиковать его альбомы. И простодушные люди подумают, боже, вот это раз вот так вот жестоко вот о нем говорят, это ж какое вот такое неординарное событие. А, в общем-то, дело в том, что задача взвинтить его стоимость, выгодно продать, и потом, в общем-то, опять же, перейти к другому, следующему такому. Так вот, в чем обман? В том, что когда мы смотрим вот эти вот сумасшедшие цены там на Ротко, там, или там, ну, скажем, того же, там, я не знаю, да и Шагала, и, собственно говоря, и великое множество, там даже Ван Гог этот самый, вот, да, Ирисы, 75 миллионов. Хотя сейчас уже перекрыли там что-то. Да. Я за этим не отслеживаю, мне важно понять принцип, понимаете? Вот. То фактически что получается? Получается, что происходит аберрация сознания. То есть умом ты не можешь понять, за что там это платятся такие деньги. Но их платят. И их платят честно, понимаете? Тут другая психологическая проблема, понимаете? Но об этом мы поговорим как-нибудь в следующий раз. О достаточности денег для художника. Но это отдельная тема. Вот. А в данном случае о достаточности искусства мы говорим. Так вот, нарисовать так, как рисует, допустим, тот же Матисс, Пикассо, ну, скажем так, любой нормальный человек, даже не художник. Мы уже не говорим о Поллоке там, и о многих других выдающихся художниках. Энди Уорхол, допустим, тот же самый, если взять. Это нормальный, среднестатистический, добросовестный ремесленник, это вам сделает в любом количестве. Но второй Уорхол не нужен. Так же самое, как не надо и любой другой выдающийся мастер. Понимаете? И вот в чем коварство? В том, что, ну, раз за это заплатили такие бешеные деньги, я же нарисую не хуже, значит, и мне заплатят. Но вся проблема в том, что поезд ушел. Понимаете? То есть он уже определен, он уже ушел, он уже никуда уже никто никуда не идет. Понимаете? То есть вот этот момент жульничества на аукционах и в музейных экспозициях – это отдельная, потрясающая, совершенно замечательная тема. Она очень деликатная. То есть люди, которые связаны с этим бизнесом, с этой сферой деятельности, музейная, реставрационная, скажем так, деятельность, она, ну, скажем, не публична, давайте скажем так, деликатно. Почему? Потому что очень много вопросов после реставрации многих работ. Например,
Я буду говорить не глубинные, а простые, очевидные примеры. Все, надеюсь, вы слышали, есть такая Сикстинская капелла с росписью Микеланджело. Это колоссальное, гениальное произведение, которое, скажем так, оно немножко потрескалось, там немножко оно подупало, подтускнело. И, скажем так, добрые люди решили его возродить в первозданности. И вот когда они в маленький кусочек, в квадратный метр, отреставрировали согласно записям и описям самого Микеланджело, по тем же технологиям, с тех же материалов, они увидели, насколько это сочная, яркая, веселая живопись. И все остальное, которое было не записанное, не реставрировано, оно вдруг... Они просто испугались, понимаете? То есть они полностью поменяли бы привычное для нас восприятие Микеланджело именно благодаря тому, что фактически вернули его на исходную позицию. По свидетельствам реставраторов, которые, скажем так, плотно занимаются практической деятельностью, вот эти все картины, которые мы наблюдаем в музеях, они изначально были совершенно другие. Они от времени потускнели, они запылились, они утратили свежесть, яркость, естественность, но они стареют вместе с человечеством. Поэтому, скажем, и возвращать их на исходную, я думаю, что нецелесообразно. Они просто должны пройти эту свою историю каким-то. Вместо этого надо рисовать новые картины. Кстати, большая проблема с вот этими жуликами, которые чудили в 60-е и 70-е годы, там, которые унитазы выставляли, там, и все такое прочее. Сейчас там и Гугенхейм, там, и вот эти все, то есть, достойные там собрания, все, они не знают, что с ним делать, оно уже рассыпается. Те же Кока-Колы, та же упаковки, все. То есть то, что тогда было в ажиотаже, в тренде и все такое прочее, оно уже сейчас приходит в негодность. Просто банально бумага рассыпается. Целлюлоза, скажем так, окисляется и превращается в пыль. То есть вот эти вот моменты, они тоже нас сопутствуют. Кроме того, есть искусство, а есть образ искусства. И вот мы живем в сфере образов искусства. И у каждого из нас есть свой уникальный, неповторимый образ искусства. Более или менее развернутый во времени и пространстве. Со своей глубиной, приоритетами. Вот. Поэтому художников много не бывает. Хотя их сейчас колоссальное количество. Вот единственное, что неразрешимая проблема видеть лучшее. Почему? Потому что самые потрясающие работы, для меня лично, я случайно видел в каких-то, скажем так, не могу сказать заштатных, скажем, труднодостижимых музеях, малопопулярных, вот, почти провинциальных. Некоторые сакральные образы я видел в каких-то деревенских церквях, которые, в общем-то, скажем так, на меня произвели значительно большее впечатление, чем известные раскрученные тренды, там, которые, скажем, сейчас у всех на слуху, и которыми принято восхищаться. Тем более логика изобразительной деятельности, которая сопутствует искусству, она нелинейная. То есть она не поддается исчислению и анализу до того. Она всегда анализируется постфактум. То есть после того, когда художник нарисовал картину, создал нечто там невообразимое, он может рассуждать, как он к этому пришел, как ему там какие-то сновидения были, какое-то наитие. И вдруг там он случайно в каких-то разводах какой-то там плесени увидел что-то. Но это уже потом, когда картина есть. Понимаете? А реально это навсегда останется неразрешимой задачей создания произведения искусства. Именно имеется в виду не рисунок с открыточки или там с какой-то фотографии, а вот реальное, вот то, которое составляет определенный этап, эпоху, это всегда момент непредсказуемости. То есть я бы сказал, что это авантюра создания искусства. Вот. Она неисчерпаема, она непрерывна, пока существует человеческое
Вот. Это так же самое, как с анекдотами. Мы так и умрем, и не услышим самый шикарный последний анекдот. Понимаете? Он всегда будет потом. Всегда есть перспектива, куда двигаться. То же самое и в изобразительном искусстве. То же самое в поэзии, и все то же самое, в общем-то, нескончаемо во всех человеческих этих начинаниях. Вот. И, в общем-то, в этом, ну, скажем, привлекательность искусства, вот, которую я все-таки надеюсь когда-нибудь изложить систематически. Но эта система будет не по хронологии, не по странам и народам, даже не по персоналиям, а по какой-то внутренней, невообразимой логике, о которой я говорил с самого начала. Помните, когда я говорил, что Малевич был у истоков того искусства, которое началось миллионы лет до него? Понимаете? Он первый, кто пришел к этим истокам. А это случилось. И такие встречи в искусстве не исключаются и в будущем. И мимо некоторых мы просто проходим, не узнав, что вот оно, вот это вот и состоялось. Понимаете? То есть вот эти вот вещи всегда желательно где-то помнить, когда вы просто ходите по выставочным залам, пытаетесь что-то там увидеть. Вот. Во-первых, не надо пытаться увидеть. Если вы увидели картину, мы ее узнаем. То есть мы не знаем даже, вот, допустим, вот почему эта картина нравится, это не нравится. Как только мы пытаемся это объяснить, облечь в слова, вот мы ошибаемся. Почему? Потому что это два совершенно разных явления. Литература и изображение. Они их иногда пытаются противопоставить, пытаются объединить, дополнять. Вот. Но все равно это два полюса, между которыми, собственно говоря, все и проистекает. Есть много, скажем так, иллюстраций в изобразительной деятельности, и есть много, скажем так, образов в литературе. Понимаете? То есть образность литературы непереводима на образность изобразительного искусства. Обратный путь тоже практически невозможен. Вот. Но главное, что мы должны помнить, понимать и знать, это то, что мы все великое и невеликое искусство воспринимаем по факту его осуществления. Вот. Мы не можем знать, какое будет завтрашнее искусство, ну, скажем так, в той системе координат, в которой мы сейчас пытаемся его разглядеть. Вот. А как писать об истории искусства, честно говоря, я вот это тот момент, который для меня еще очень долго будет оставаться открытым. И, ну, практически, вот то, что я сегодня тут наговорил, это где-то попытка определить проблемную зону и те подходы к искусству, которые редко бывают востребованы в попытке понимания вот этого, в общем-то, феномена искусства для, скажем так, всех времен и народов. Вот, ну, где-то вот это вот, наверное, пока все.